На прошлой неделе этот 83-летний мужчина перепугался до смерти, когда убирался на чердаке. Он нашел полуразвалившуюся коробку, наполненную фотографиями. Все это были фотографии того времени, когда он сам был маленьким ребенком, но одна из фотографий отличалась. Он видел своего отца, мать, а также самого себя маленьким ребенком. Но кто эта маленькая девочка рядом с ним на фотографии? Дедушка, 83 года, обнаруживает старую семейную фотографию, когда приглядывается, и его охватывает самый страшный страх в его жизни. Когда он узнает, кто она, он понимает, что вся его жизнь была ложью. Вильям Ван Пелт не мог поверить своим глазам. Неужели его родители лгали ему все это время? В конце концов, сколько Вильям себя помнил, он всегда был единственным ребенком у своих родителей. Они очень баловали его и давали ему все, что он когда-либо хотел. Но, возможно, все это было уловкой, чтобы сохранить от него этот большой секрет. Он ничего не мог вспомнить об этой девушке, но ему казалось, что тогда она все еще была важной частью семьи. Уильям не мог просто так это оставить и решил начать расследование. И он провел расследование. Этот человек не остановился, пока не получил ответы на все вопросы. Обоих родителей Уильяма уже не было в живых, поэтому, к сожалению, он не мог обратиться к ним напрямую, но, к счастью, у него были другие члены семьи, с которыми он всегда поддерживал хорошие отношения. Отношения. Некоторые из них были моложе, но некоторые были немного старше его. Так что, возможно, это означало, что у них все еще сохранились воспоминания о девушке на фотографии, хотя у него их не было. Сначала он постучал в дверь своей племянницы. Она была на 2 года старше Вильяма, и ей было около 3 лет, когда была сделана фотография много лет назад. Но, как ни странно, она никогда раньше не видела эту девочку. «Насколько я знаю, ты всегда была единственным ребенком в семье», — подтвердила она. Но тогда кто была эта девочка? Это начинало казаться немного странным. Его племянница Клаудия в юные годы регулярно навещала его родителей. Его отец и мать даже были ее няньками, пока она не стала подростком. Поэтому тот факт, что она никогда раньше не видела эту девочку, был почти невероятным. Интрига разгоралась, и Вильям даже заподозрил ее во лжи. Было ли что-то, о чем Клаудия не рассказала ему? Или его родители скрывали эту девушку от всего мира? И если да, то где она сейчас? Что-то было не так, и Вильям должен был выяснить, что именно. И его расследование привело его к разгадке этого вопроса. Когда он, наконец, узнал, кто это был, он с трудом сдерживал слезы. В последующие дни он навестил нескольких родственников, но ни один человек ничего не знал. Казалось, никто не знал эту девушку. Она была большой загадкой, и даже другим его родственникам стало любопытно, кто она такая. Казалось, что это навсегда останется тайной, и Уильям почти отказался от своих поисков. Пока он не приехал в свой последний приезд к последнему члену семьи, которого он еще не пригласил. Когда он приехал в дом своей тети Инги и спросил ее, знает ли она, кто эта девушка, Инга случайно высказала свое мнение. И эти слова стали печальным ответом на его животрепещущий вопрос. Уильям не сказал ей, зачем он зашел, надеясь удивить 95-летнюю женщину. «Чем меньше времени я дам ей на подготовку к этому, тем больше вероятность, что она не станет мне лгать», — подумал Вильям. И это рассуждение, как оказалось, сработало очень хорошо. Он подъехал к ее дому на своей машине и запер дверь. Когда он подошел к входной двери и позвонил, нервы его были на пределе.
Но его план застать ее врасплох сработал идеально, потому что когда он молча сел за стол перед своей престарелой тетей с легкой формой слабоумия, она случайно оговорилась. Он молча положил фотографию перед ней и указал на девушку. «Привет, это Ольга», — громко сказала пожилая женщина, затем осознала, что натворила. После этих слов ее глаза мгновенно загорелись, и она прикрыла рот обеими руками. «Как я могла быть такой неряшливой?» «Я молчала все эти годы», — сказала она. Она хотела взять свои слова обратно, но было уже слишком поздно. Кто такая Ольга? И почему она на семейной фотографии со мной и моими родителями? И что более важно, почему, кажется, никто ее не знает? С серьезным выражением лица спросил ее Вильям. Пожилая дама начала тихо плакать, а затем прошептала про себя. «Я же обещала никогда не говорить об этом». Она посмотрела на Вильяма своими слезящимися глазами и объяснила, что они хранили это в тайне все эти годы, чтобы защитить его. «Защитить меня? Защитить от чего?» — спросил ее Вильям. «Не мне тебе это говорить», — добавила она. «Я советую тебе не искать эту женщину, потому что это только навредит тебе», — сказала она ему. «Но если вам действительно нужны ответы, и мои слова не остановили вас от поисков, вы найдете их в областном архиве здесь, в городе». Совершенно сбитый с толку, он ушел от своей тети Инги. «Областной архив? Что бы я там нашел?» Она случайно назвала имя девушки на фотографии, но у него возникло еще больше вопросов, чем раньше. Он простил ее за многолетнее молчание, но не мог на этом закончить свои поиски. Поэтому он отправился в областной архив и начал рыться в книгах, пытаясь выяснить, кто эта девушка. Но то, что он узнал там о ней, а значит и о себе, потрясло его больше всего на свете. «Теперь я знаю, что вся моя жизнь была ложью, и пришло время мне начать жить по правде», — сказал он позже журналистам. Уильям провел часов в архивах и нашел много информации о его семье, а также о себе. Всю свою родословную, казалось, вот в этих бумагах. Он видел, как его прадед, его дед и имена обоих его родителей. Родители. Было полезно собрать все его генеалогическое древо воедино. Это, несомненно, могло бы дать ответы, подумал он. Но в итоге, когда он продолжил читать файлы, у него возникло гораздо больше вопросов, чем ответов. Когда он углубился в изучение генеалогического древа, то был поражен, увидев следующее. Среди имен своих родителей он должен был быть указан как их единственный сын, но его имя даже не упоминалось, потому что под именами его родителей стояла дата их смерти, а затем также слова «детей нет». Как такое могло быть? Несомненно, он был их сыном. Казалось, эта книга говорила ему, что он никогда не рождался, по крайней мере, не как сын тех, кого он считал своими родителями. Но это было невозможно. Откуда-то же он должен был прийти, верно? Кто он такой? Он взял коробку, в которой были собраны все генеалогические древа, и перевернул ее на столе. Школа, книги, в которых были подробные сведения о каждой ветви его семьи, но ни его имени, ни имени девушки на фотографии нигде не было видно, пока он не увидел 2 листка бумаги, приклеенных друг к другу. В одной из книг и на первом документе он с трудом прочитал имя, которое искал все это время. Ольга Палек. И ее имя было не единственным, которое он нашел, потому что под ее документом он нашел имя, которое было ему слишком хорошо знакомо — Вильгельм Вильгельмович Палек.
Родился 3 февраля 1939 года и был усыновлен 18 апреля 1940 года. Вильгельм – это имя, которое мать иногда давала ему по ошибке. Вильгельм тогда всегда думал, что она говорит что-то не то, но это было далеко от истины. Значит, его настоящее имя было Вильгельм, и он был приемным? Почему его так называемые родители никогда ничего об этом не рассказывали? Даже когда он был достаточно взрослым, чтобы понять, что все это значит. И не только потому, что это означало, что эта девушка была его сестрой. Так кто же были его биологические родители? И где сейчас его сестра? Вопросы, на которые он скоро получит ответы, потому что вскоре ему неожиданно позвонили. Телефонный звонок, который навсегда изменил его жизнь. Это была его тетя Инга, которая уже догадалась, что он собирается заняться поисками в областном архиве. «Я полагаю, что теперь ты знаешь, кто эта девушка на фотографии. Не так ли, Вильгельм?» Уильям был поражен, когда его тетя назвала это имя по телефону. Он и сам еще не совсем привык к этому, но теперь ему стало любопытно, зачем она ему звонит. Пожилая женщина объяснила, что она размышляла обо всей этой ситуации, и, возможно, пришло время рассказать ему всю историю после стольких лет. Она спросила, не хочет ли Вильям прийти к ней домой с документами, которые он собрал. И она пообещала, что в конце концов расскажет ему все, что знает. Уильям снова приехал в дом своей тети. Когда он припарковал свою машину, она уже была там, у входной двери, чтобы проводить его внутрь. Она сразу же извинилась за всю эту секретность. Но она снова повторила, что они всегда считали, что лучше молчать о правде. Уильям присоединился к ней за столом и снова положил перед ней семейную фотографию. Он сказал ей, что теперь знает, что это его сестра и что ее зовут Ольга Полок. Его тетя подтвердила это открытие, а затем рассказала печальную правду. Его тетя начала рассказывать о его прошлом. «Вы и ваша сестра Ольга действительно приемные дети. Вы происходите из польской семьи, и они были очень близкими друзьями с вашими родителями. Но примерно через год после вашего рождения ваши родители трагически погибли в автомобильной катастрофе. Твои новые родители, Джуди и Джеймс, взяли тебя к себе и, в конце концов, удочерили. И фотография, которую ты сейчас показываешь мне, была сделана в тот день, когда вас обоих удочерили много лет назад. Тебе здесь около года, а Ольге было 3. Но тогда почему я ничего о ней не помню?» – спросил Вильям. Энгда рассказала Вильяму, что они с Ольгой прожили вместе с его приемными родителями около года. Но трагическое событие, связанное с кончиной его биологических родителей, создало заметную проблему в их воспитании. 2 детей были очень эмоциональными, и казалось, что они только усиливали негативные чувства друг к другу. Вы оба были слишком молоды, чтобы по-настоящему понять, что произошло, и все же что-то произошло, чему не было объяснения. Но это не пошло на пользу вам обоим. Вот почему Джуди и Джеймс решили разлучить вас друг с другом, чтобы вы оба могли получить наилучшее воспитание, хотя это и означало, что вы не всегда были вместе. Но теперь вам пора узнать, кто такая Ольга на самом деле, потому что вы на самом деле знаете ее лучше, чем думаете. Вы тайно знали о ней всю свою жизнь. «А я ее знаю?» – удивленно спросил Уильям. «Да, это так», – сказала его тетя с усталой улыбкой на лице. «Я даже слышала из источников, что ты разговаривал с ней сегодня». Вильям встретил свою тетю, а затем смущенно взглянул на фотографию, которая лежала перед ним на столе.
Он ничего не понимал в происходящем. Он думал обо всех, с кем разговаривал сегодня. Он был в областном архиве, но если не считать человека за стойкой, он был там один. На самом деле он и так почти весь день был один. Единственной, с кем он разговаривал не более 10 минут, была она. 10 минут он разговаривал с ней по телефону. Тетя Инга? Вы это хотите сказать? Да, именно это я и пытаюсь сказать. Точно так же, как Вильгельм. Это уже не ваше настоящее имя. Так и Ольга. Не ее настоящее имя. В наши дни мы называем ее совсем по-другому. На самом деле, мы подумали, что было бы разумно дать вам совершенно новую жизнь. Отдельно друг от друга и от семейной трагедии, которая произошла с вами обоими. Однако мы не хотели полностью вычеркивать ее из вашей жизни. Поэтому мы отдали Ольгу вашим тете и дяде, и они от своего имени избегали контактов с вашими родителями в течение первых 5 лет вашего воспитания. Когда вы впервые увидели друг друга, вы не помнили, что на самом деле вы брат и сестра. Я знаю, в это трудно поверить. А потом вы оба снова стали хорошими друзьями и, конечно же, двоюродными братьями. Теперь вы знаете ее как Клаудию. Уильям не мог поверить в то, что только что услышал. Его двоюродная сестра Клаудия, с которой он общался еженедельно, на самом деле была его сестрой Ольгой. Как такое могло случиться? Как могло случиться, что ни он, ни она ничего не могли вспомнить? Он спросил свою тетю, знала ли Клаудия уже об этой невероятной новости, но она сказала ему, что для Клаудии это все еще большой секрет. «Может быть, именно ты должна рассказать ей», — посоветовала тетя Инга. Уильям радостно кивнул в ответ. Он поблагодарил свою тетю за эту замечательную новость и сел в машину, направляясь к дому Клаудии. То, что произошло дальше, трогательно. Он не мог больше ждать и немедленно сообщил ей эту новость и объяснил всю ситуацию. 85-летняя женщина смотрела на Вильяма широко раскрытыми глазами и, очевидно, сначала не знала, что сказать. Слезы катились по ее щекам, и, наконец, она произнесла свои первые слова, как его вновь обретенная сестра. Сестра. И последовавший за этим момент был трогательным. Это может показаться странным, но каким-то образом я всегда знала. Конечно, я не знала, что я твоя сестра, но я всегда чувствовала, что между нами особая связь. Клаудия встала со стула и крепко обняла брата. Тебе тоже интересно, как поживают эти двое сейчас, год спустя? Отношения между Клаудией и Вильямом, или, лучше сказать, Ольгой и Вильгельмом, стали крепче, чем когда-либо прежде. Теперь они видятся почти каждый день, и Вильям даже переехал в дом, который находится в нескольких минутах ходьбы от его дорогой сестры, просто чтобы он мог видеться с ней как можно чаще. Их связь всегда была особенной, но теперь это стало еще более особенным. На прошлой неделе у них был первый ежегодный день брата и сестры, и это было здорово. Они, конечно, давно знают друг друга, но им еще многое предстоит наверстать. Потому что быть братом и сестрой — это совсем не то же самое, что быть племянницей и племянничком. К счастью, они оба еще молоды душой, так что все будет хорошо.